Дорогие друзья, давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему события ближайшего будущего. Первая, вторая, третья позиции. Выбирайте свою, слушайте внимательно. Итак, единички. Что здесь будет происходить? Смотрите, здесь те планы, которые вы строили, здесь те намерения, которые вы как-то себе намечали, да, то, что вы планировали реализовать, будет реализовано. Причем успешность реализации ваших планов зависит всецело от вашего воображения, да, от силы мысли, от вашего настроения, от вашей ресурсности. Давайте посмотрим, какова же ситуация сейчас. Смотрите, здесь вы находитесь на этапе вдохновения. Причем это вдохновение вы черпаете от своих близких, от своей семьи. И вот эта энергия, которую вы получаете, она дает вам силы идти вперед. Здесь будет прорыв, причем прорыв достаточно такой хороший, стремительный, продуктивный. Наиболее благоприятно отыграется позиция у того, кто загадал семейные отношения, да, то есть, возможно, вы планировали создание семьи, сближение с человеком, да, и вот сила мысли здесь будет очень актуальна в контексте карты десятка кубков, потому что карта семьи, карта семейного благополучия, карта любви. Что здесь на перспективу? Смотрите, здесь все ваши планы будут реализованы. Причем, смотрите, они получат такое стремительное развитие. Вот сейчас они так хорошо развиваются, но таких максимальных результатов здесь нужно уметь подождать. Но эти результаты, они вас действительно порадуют. Причем, смотрите, карта правосудия говорит о том, что ваши поступки, ваши цели и ваши действия должны быть экологичными. Вам не следует причинять зло кому бы то ни было, да, то есть ваши поступки не должны нести вред окружающим и не только окружающим, потому что правосудие – это карта, по которой мы ловим бумеранги. Если же вы своими поступками планировали только благо, соответственно, вам это благо вернется в многократном размере. Если же вы особенно умышленно пренебрегали чьими-то интересами, да, чьими-то чувствами, то здесь потом, ну, так скажем, грубо говоря, наказания не избежать. Поэтому стремитесь к тому, чтобы все у вас было максимально по-доброму, максимально безопасно для вас и для окружающих вас людей. Чем завершится история с вашей визуализацией, с реализацией планов? Здесь победа, здесь достижение цели, да, совершенно верно. Смотрите, опять же, максимально благоприятно отыграется позиция у тех, кто загадывал личные взаимоотношения, потому что здесь идет партнерство. Если это любовь, то это прям вот любовь-любовь. Если же загадывали работу, либо какие-то планы, то здесь опять же сотрудничество с каким-то человеком, да, сотрудничество вот именно в партнерстве с людьми, оно принесет вам максимально благоприятный результат. Плюс в процессе достижения цели вы можете найти единомышленников. Причем здесь такая позиция будет, да, вы действительно достигнете того, чего хотите, но несмотря на то, что вы ставите себе сейчас вот какую-то конечную цель, сама по себе эта цель конечной не будет. То есть вы ее достигнете, и вы пойдете дальше. Та цель, которую вы ставите сейчас, она будет достигнута, но она также станет отправной точкой для каких-то еще более глобальных свершений, более каких-то там интересных проектов. Если вы загадывали отношения, да, там пожениться, съехаться вместе, то это станет отправной точкой к рождению детей, да, к расширению ваших семейных связей, к улучшению того, что у вас еще может с вами случиться. Поэтому здесь очень благоприятная позиция. Визуализируйте, привлекайте своих близких, будьте искренними, все у вас получится. Благодарю вас, первая позиция.
Пишите в комментариях, как у кого отыгралось. Давайте посмотрим вторую позицию. Что же вас ждет, двоечки, в ближайшее время? Так, а у вас здесь непосредственно работа над поставленной задачей. Причем, смотрите, здесь вам активно будут помогать ваши близкие, ваше окружение. Либо вы должны кому-то здесь активно оказывать помощь и какую-то поддержку. Здесь вот именно взаимодействие, здесь вот именно такая продуктивная совместная работа. Давайте посмотрим, как обстоит ситуация сейчас. Но здесь главной фигурой является мужчина. Причем мужчина может быть, если по работе, то это руководитель. Если в личных взаимоотношениях, то это, скорее всего, мужчина из прошлого, который в настоящий момент, вы знаете, как будто бы отстраняется от принятия каких-то решений. И, вы знаете, могут прослеживаться, если имеют место личные взаимоотношения, то здесь могут быть и манипуляции, здесь могут быть какие-то обманы. С этим мужчиной стоит быть осторожнее, потому что здесь человек мудрый, но вместе с тем хитрый. Какие здесь перспективы? Вы знаете, да, скорее всего, вернется человек из прошлого. Какая же помощь тогда от него? Вы знаете, скорее всего, он вернется для реализации каких-то своих собственных планов и целей. Вот в этом заключается его хитрость. Но вернется, как ни странно, он с какими-то хорошими намерениями. И, скорее всего, от него будет вот эта вот поддержка, которую вы, так скажем, будете получать при реализации своих целей, планов и задач. Да, карта Маг. Смотрите, но здесь будьте внимательны. Здесь человек действительно вернется для реализации своих планов, но, вы знаете, он вернется-то вроде бы и с чистыми намерениями, вроде бы вернется-то и по-хорошему, и, возможно, с тем, чтобы как-то даже создать семью, да, вспомнить то хорошее, что между вами было, но здесь он, добившись цели, снова уходит. Причем уходит победителем, да, а не побежденным. Здесь такой человек достаточно, вот как сказала ранее, мудрый и хитрый. Но, смотрите, он должен появиться в вашей жизни, потому что он должен вернуться, потому что он поможет вам достичь каких-то целей. Возможно, ну, поможет вам там ремонт сделать, купить машину, там, еще что-то, да, мебель поменять. Как вам себя вести в данной ситуации, потому что король пентаклей. Вы знаете, несмотря на то, что человек вроде бы так появится, получит то, что ему нужно, и уйдет, вы его отпустите. Пусть он делает то, что считает нужным. Вам стоит его принять, подарить ему уверенность в том, что он весь такой хороший и необходимый, да, но, скорее всего, через этого человека вы приходите к тому, что нужно идти во что-то новое. Здесь будет достаточно сложно, здесь будет достаточно тяжело, но благодаря вот тем событиям, которые будут происходить, скорее всего, через него может быть даже новое знакомство какое-то. Через вот те события, которые будут здесь происходить, здесь вы выходите на новый уровень. Опять же, новое знакомство, причем то знакомство, которое принесет вам вот именно успех, стабильность и благополучие, потому что здесь вот он, пентаклевый король, это мужчина стабильный и такой, который знает, чего он хочет, это не манипулятор. Да, здесь нужно уметь подождать
не торопитесь, пусть все идет своим чередом, потому что через вот эти вот события, да, даже если вот этот мужчина из прошлого причинит вам боль, это приведет вас к какой-то трансформации. Вы его примите, он вам тоже для чего-то будет нужен, он вам сослужит, ну, так скажем, добрую службу, боль, очищение через боль, да, тут будет вот такое, но здесь не спеша все вернется в свое русло, вы придете к тем переменам, которые вам действительно нужны, и возвращение вот этого человека из прошлого, оно действительно нужно для того, чтобы, ну, вот сыграть на контрасте, да, если бы не было чего-то плохого, мы бы не ценили то, чего на самом деле хорошо и полезно для нас. Благодарю вас, двоечки. Жду ваших комментариев. Пишите, у кого как отыгрывается данная позиция. Мы переходим к троечкам. Так, а троечкам, наоборот, нужно будет с чем-то распрощаться, установить личные границы. Здесь нужно будет что-то отсечь, что-то убрать, то, что вас долгое время тяготило. Возможно, это люди, которые нарушали ваши границы, возможно, это люди, которые вас обижали, может быть, это какие-то, да, там, долги, кредиты, те дела, с которыми вы никак не могли разобраться. Давайте посмотрим, какова у вас ситуация сейчас. Вы знаете, а у вас, в принципе-то, все хорошо. У вас, в принципе-то, все неплохо. Угу. Вы знаете, здесь есть рядом с вами партнер. Причем партнер такой неплохой, здесь сотрудничество такое достаточно хорошее. Но, вы знаете, возможно, вот в этом партнерстве вы чувствуете себя несколько одиноко. Вроде бы все есть, и поесть, и попить, и вкусно одеться, и машина, и квартира. Но здесь ожидание того, чего вы никак не можете получить. И что же здесь на перспективу? Но здесь на перспективу, опять же, ожидание. Такое ощущение, что вы самостоятельно не можете принять вот это решение, да, здесь нужно выстраивать границы, здесь нужно с чем-то прощаться, нужно от чего-то избавляться, но самостоятельно вам сделать это достаточно трудно. И на перспективу, смотрите, у вас появляется мужская фигура, король жезлов, возможно, кто-то огненных знаков зодиака, не обязательно, может быть, просто энергичный мужчина, такой вот прям весь целеустремленный, да. И вот с появлением этого мужчины он помогает вам вот справиться с вашими страхами. Смотрите, если это отношения, в которых вы находитесь и никак не дождетесь предложения, никак не дождетесь движения вперед, то здесь вот именно с появлением вот этого другого мужчины вы прощаетесь с тем партнером, который вам никак не может сделать предложение. Вот этот король жезлов помогает вам избавиться от иллюзий и приходит в вашу жизнь с настоящей любовью. Здесь скорее, да, здесь скорее вот эти именно такие партнерские отношения, которые никак не получают своего развития, и вот нужно поставить точку. Причем, вы знаете, здесь партнерство может проиграться в разном контексте, как любовь, так и работа. Здесь могут быть партнерские отношения, которые, ну, так скажем, нерезультативны. И что же будет здесь в итоге? Императрица, да. В любом случае, будь то императрица, император, прекрасные карты, но здесь однозначно прощание вот со старым партнером. Прощание, ну смотрите, он уходить не хочет, он-то вас любит, он просто конкретики вам не дает. Но вы знаете, вы не бойтесь, принимайте вот этого нового мужчину, потому что он идет в вашу жизнь как император. Он вам даст вот эту стабильность, он вам даст вот эту уверенность, счастье и любовь. Поэтому вот этого водного короля, который никак не может дать вам конкретику, вроде бы и люблю,
а вроде бы и ничего делать не хочу. Вроде бы ты со мной, а вроде бы мы и не вместе, точнее, каждый сам по себе. Поэтому здесь не бойтесь, отсекайте все ненужное, убирайте из своей жизни тех людей, прощайтесь, которые не смотрят с вами в одном направлении. Однозначно будет мужчина, новый человек, который расставит все точки над «и». Прекрасная третья позиция. Пишите, пожалуйста, как у кого отыгрывается троечки, двоечки и единички. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч в эфире.